Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Вот сегодня вечер покормил рыбок. Ну как, насыпал им корма, да? И вот смотрите, ну они как-то неохотно его едят. Вот там хватают по чуть-чуть. Ну, как правило, такого нет. Ну вот здесь то же самое. Они... Вот синие, кстати, синие хорошо покушали. Только насыпал им, они сразу все съели. Не знаю почему. Но причина здесь в чем, думаю? Причина в том, что холодная вода, ну как холодная, 17 градусов, 18. И у рыбок, как сказать, процесс пищеварения затруднен или ухудшен. Да, но это же все-таки рыбки теплолюбивые. Вот. И они вот неохотно кушают. Ну, я думаю, съедят все-таки там за вечер, за ночь, до утра. Но как-то они не особо это делают. Вот Данио хорошо покушали. Вот синие хорошо кушают и Данюшки. Остальные, вот смотрите, вот эти какие-то, вот уже и на дно осел корм. Но все равно они неохотно это делают. Но когда я, например, дам им вот сейчас, после всего этого дела, живой корм, такой как аулофорус, вот они его будут кушать, потому что это естественный корм. А сухой как-то не особо. Ну, видно, что вот они там что-то там выбирают. Но это не так, как обычно, когда температура воды там 22 градуса, 24. Все-таки температура воды играет большую роль. И не только в пищеварении, но и в жизненном цикле, так скажем, этих рыбок. Вот даже, пожалуйста, для сравнения. Вот аквариум, который в доме. Здесь температура примерно 22 градуса. Вот рыбки активно выбирают корм, который потонул, да, или утонул, на дне находится. Все активно все это делают. Так, ну тут у меня шнуры, извините, ничего страшного. Ноутбук лежит. Вот, то есть они более активные, чем те, которые находятся в более прохладной воде. Вот, например, анциструсы. Вот они уже покушали даже, некоторые уже на стеночку сели, видно, у них такие толстенькие животики. То есть они уже поели сухого корма, хотя часть его он там скопилась возле бревна, возле коряшки, да. Ну, вон там гуппи на дне выбирают. Тернеции тоже, пока он нападал, ну, вернее, опускался на дно, тоже его покушали толстенькие животики, вон видно. Вот, например, оранжи, да, оранжи тоже охотятся за гранулами. Но они вообще нормально его едят. Гранулы, ну, качественные и так далее. Но из-за того, что прохладная вода, они как-то его неохотно едят. Но все же, вот смотрите, вот выбирают, там, видите, вот. Гранулки не очень большие, то есть они хорошо их кушают. Вот, например, крапчатые, смотрите, вот я им насыпал, вот практически все съели, уже ничего нет. Можно опять насыпать. Ну, эти рыбки покрупнее, ну и, соответственно, кушают они получше. Вот в этом, например, аквариуме тернеция тоже. Пока гранулы опускались на дно, она кушала. Обычно из дна подбирают, а сейчас как-то неохотно. Вот красные тоже, вон можно видеть у них сверху, там он еще не утонувшие гранулы. Ну, они как-то их тоже едят не очень. То есть я вывод такой делаю, что, ну, я это в принципе и знал. Ну, повторюсь, для новичков, возможно, кто-то в аквариумном деле, что если температура воды не соответствует от 20 градусов до 25 в этом промежутке, да, то рыбки могут хуже кушать, потреблять пищу. То есть тогда, когда вода прохладная, желательно рыбок кормить
давать им поменьше еды, для того, чтобы та несъеденная, которую они не съедят, да, не пропадала и не портила воду. Вот здесь тоже, смотрите, компания. Вон, основная часть корма упала на дно. Ну, там, конечно, сомики эти подберут все. То есть корм не пропадет, так сказать. Он особо не размокает. Он такой находится, ну, в таком гранулированном состоянии. То есть он не разбухает такой, как вот, например, просто муть и все. Он такой достаточно качественный. Рыбки его со временем, конечно же, подберут. Все скушают. Вот смотрите, синим тернецием насыпал. Они сразу все употребляют. То есть у них как бы активность получше. Вот, из дна подбирают, и сверху берут корм. То есть у них, наверное, процесс этот проходит достаточно хорошо. Хотя считаем, вода одинаковая во всей системе аквариумной. Температура одна и та же. Ну вот я заметил, вот, например, смотрите, вот у этих раз им насыпал, и они никак не могут его поесть. А синие уже второй раз им подсыпал, пол-ложки дал. Но они сейчас практически все съедят. Но на дне, по крайней мере, ничего нету. Все, что падает вниз, все резко подъедается, и там дно чистое. Ну и то же самое касается Данио. Они, в принципе, все время прожорливые. И так понятно, рыбки, сколько не дай, столько и будут кушать. Ну, тоже дно у них чистенькое. Сейчас попробуем еще немножко сыпнуть. Вот смотрите. Немножко насыпал им гранул. И они практически все сейчас быстренько съедят. Ну, по крайней мере, на дно практически ничего не садится. Хотя сомики, вон, тоже начинают уже двигаться к середине аквариума, для того, чтобы им что-нибудь хватило. Ну, а эти в толще воды все ловят. Друзья, кто досмотрел до этого момента, не забудьте поставить лайк. Кто не подписался еще, подпишитесь на канал. Хочу также напомнить, что в описании к этому видео есть ссылки на плейлисты, в которые объединены видео там по разным тематикам. Возможно, кому-то, особенно из тех, кто недавно подписался, из новых аквариумистов, будет интересно, как строилась разводня, как разводились рыбки. Ну, конечно же, они сейчас разводятся, но сейчас просто зима, холодно. Как-то мы это дело немножко затормозили. Но все равно скоро потеплеет, и мы это все дело возобновим. Вот живородки бросил аулофоруса, смотрите. Вот этих червячков, конечно, они любят. А так еще получается интересно, вот червячки опускаются вниз. И рыбки сейчас тоже за ними начнут опускаться в толщу воды. Они, видите, уже почти накушались. Но все равно живой корм они никому не отдадут. Это естественный корм рыбок, поэтому они его любят. И вот я еще аулофорус бросил сомиком оранжем. Сейчас они его начнут ликвидировать. Вот смотрите, собираются в кучку все. Так, их все больше и больше. Они чувствуют, что где-то живой корм появился. Вон. Во-во-во-во. Вот видите, нашли? Вот такая кучка начинает ликвидировать его. Они вон там прямо присасываются вот так вот к нему.
И потихоньку эту всю кучку съедают. Вот она совсем уже маленькая там стала. А вот еще на 3-м ярусе голубые тернеции у нас сидят. Вот они какие. Короче, все у них нормально. Одна вон какая-то такая, что-то ей не очень хорошо справа в нижнем углу. А остальная компания чувствует себя хорошо. Ну что, друзья, всем удачи, хорошего настроения. Пока, до следующих видео на канале Разводня как хобби. Всем удачи и здоровья.